Эта история стала известна благодаря одному комментарию в социальной сети «Одноклассники». Так я и узнала о несчастном псе, который бегал по дороге, тормозя проезжающие мимо автомобили. Мы не были уверены, что лабрадор все еще находится на том же месте, в конце концов, уже была ночь, но решили поехать туда и проверить. У нас не было точного адреса, но это нас не остановило. Волонтеры поехали в какую-то ужасную глушь прямо в ночи. Казалось, там вообще никого нет. Девочки слышали только отдаленный лай пса. Было сложно, но им удалось отыскать нужное место. Именно тут люди видели пса, который подбегал к проезжающим мимо машинам, пытаясь привлечь внимание людей. Но собаки не было на месте. Волонтеры тщательно исследовали местность, но не смогли отыскать лабрадора. Зато они наткнулись на другую собаку. Она лежала на земле неподалеку, была очень худой и выглядела больной. Собака тихо плакала, рядом с ней оказались двое щенков. Они были крошечными, очевидно, только-только родившимися. И они были мертвы. Волонтеры позвонили мне и рассказали о том, что обнаружили. Они не могли сдержать слез. Я тоже чуть не расплакалась. Было больно слышать о несчастной собаке. И ведь кто-то бросил ее там. Девочки забрали собаку и собрались уезжать, когда услышали отдаленный писк от дерева, находящегося рядом. Они заглянули в дупло и нашли еще двух щенков. На вид малышам было не больше пары дней от роду. Щенков тоже погрузили в машину и тронулись по направлению к ветеринарной клинике. Собака плакала все время, не останавливаясь. Волонтеры рыдали вместе с ней. Было очевидно, что лабрадор, который бегал возле машин, просто хотел помочь несчастной подруге и ее детям. Но люди не отнеслись к его попыткам с должным вниманием. Девочки умоляли собаку потерпеть еще немного, ведь до ветеринарной помощи оставалось так немного времени. Но у собаки не было больше сил. Испытания, которые преподнесла жизнь, надломили это несчастное животное. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти эту смелую собаку. Под утро ее не стало, щенки остались совсем одни. Мы были совершенно растеряны, ведь малыши были не способны выжить самостоятельно, без матери. Мы не могли им помочь. Но тут выяснилось, что в питомнике есть недавно пойманная собака, которая только-только родила. Мы решили подсадить к ней малышей, получив на это разрешение. Но не было никакой уверенности, что та собака примет чужих детей. Волонтеры отвезли щенков в приемник и показали их собаке. Они очень надеялись на то, что все получится. Собака, ее звали Жасмин, удивилась, что возле нее появились какие-то посторонние щенки, но прогонять их не стала. Она накормила малышей, и уже спустя минут 10 щенки заснули, уткнувшись в бок приемной матери. Вот так и получается в жизни. Собака приняла чужих щенков, совершила невероятно добрый поступок. А люди, которые бросили живое существо на дороге. Даже сравнивать нельзя. Люди должны учиться у животных такой доброте. Братья наши меньшие всегда подают нам пример правильного поведения, не поступая жестоко ради самой жестокости, не имея никаких мотивов. Хотелось бы верить, что малыши найдут свое место в жизни, что найдутся люди, которые приютят их, дадут им настоящий дом и подарят любовь. И что эти люди будут лучше, чем те, которые бросили беременную собаку умирать на дороге. Никогда и ни с кем не должно происходить того, что случилось с этими несчастными животными. Вся эта ситуация слишком ужасна и жестока.